Великолепный век – нашумевший искрометный исторический сериал со всеми плюсами и минусами. А давайте окунемся в закулисную жизнь кинокартины. Мы с вами откроем краешек завесы, который специально окутали создатели этого шедевра, чтобы не вдаваться во все нюансы его рождения и съемок. Но так ли все хорошо было на площадках? Процесс работы над кинолентой «Великолепный век» включал в себя не только положительные аспекты съемочного процесса, но и тайны, которые скрывали все участники этих действий. На самом деле детище известной сценаристки и писателя Мираль Акай являлся художественным вымыслом, хотя, конечно, за основу она брала исторические факты Османской империи и жизни султана Сулеймана Великолепного. А ведь начиналась работа над многосериальной лентой не так весело и радужно. Тимур Саджи и Мираль Акай опирались лишь на идею создания изумительного киносериала, которая в тот момент казалась сумасбродной, так как на руках у них был сценарий, который требовал существенной доработки. К началу процесса съемки готовились долго. Целый год собранная команда проводила консультации и переговоры с историками о тонкостях и нюансах жизни в покоях султана. Работа проводилась колоссальная, было очень много прочитано литературы. Все участники съемочного процесса не один раз побывали на экскурсиях в дворцовом комплексе Топкапы. И казалось, уходя из дворца, все участники путешествия по покоям Топкапы становились частью этого комплекса. Все готовились к съемкам, герои фильма входили в образ, осветители обсуждали нюансы освещения, художник-постановщик Зафар Кмелмаз рисовал эскизы. Во время одной из экскурсий к создателям сериала подошел неизвестный человек. Он слышал разговор о рождении кинофильма. Он сказал «пустая затея» и удалился. Все были ошарашены этими словами. Для них произнесенная фраза была плохим знаком и, как они считали, проклятием в стенах главного дворца, где по сегодняшний день все пропитано запахами султана Сулеймана Великолепного и всей его семьи, и где бродят их тени. Но режиссер заявил, что в мистику не верит. Однако, как тут не поверить в проклятие? Уже во время работы над лентой на площадке стали происходить странные события. Казалось, что все против создателей. Тимур предлагал работу над сериалом очень многим профессионалам, но практически все отказались. Отказы не остановили его и не остудили его пыл на пути к цели. Мираль и Тимур стали уже сомневаться в успехе своей затеи, но направили свои силы и старания на поиск средств для приобретения оборудования и его монтаж, а также на постройку съемочного павильона, который впоследствии станет копией главного дворцового комплекса Топкапы. Они планомерно шли к своей цели. Съемки фильма проходили в павильонах дворца. Актеры, игравшие в кинокартине, неоднократно жаловались на какое-то пугающее и сковывающее чувство, охватывающее их каждый раз, когда они входили в покой самого Сулеймана Великолепного. А когда снимались сюжеты в покоях Хюррем, вдруг одна из актрис выскочила из павильона с гримасой ужаса на лице. Так была напугана. Женщина убеждала всех, что в одной из комнат кто-то есть. И, несмотря на уговоры режиссера, с большим трудом заставила себя туда войти. Многие стали верить в такие вещи. Всем действительно было жутко. Они считали, без мистики здесь не обошлось, ведь создатели фильма побеспокоили усопших. По всеобщему мнению, всю группу, в том числе и актеров, прокляли духи умерших. Вот такое мнение было у актеров до последних дней работы. На то были очень веские причины. Мы приведем самые удивительные факты во время съемок сериала «Великолепный век». На начальном этапе работы группа сталкивалась со странными явлениями. Регулярно происходили несчастные случаи, несущественные травмы персонала и актеров, внезапно сильный ветер, повредивший дорогостоящее оборудование. На съемочной площадке периодически взрывались осветительные приборы, если принять во внимание, что скачков напряжения не было. Перегорали лампочки, открывались и сами по себе закрывались двери. Во время рабочего процесса члены группы очень часто ощущали порывы холодного ветра. Киношники мерзли в закрытых помещениях, в которых и не было сквозняка. Неожиданно для актеров события кинокартины воплощались в реальность.
как они считают, что их начали преследовать потревоженные духи. Нур Фетахоглу по фильму «Махидевран Султан» делилась с журналистами в одном из интервью, что ее семейная жизнь повторяет историю судьбы самой Махидевран. Дважды женщина была замужем. По словам Нур, ее преследуют разводы, хотя замуж она выходила по великой любви. Филис Ахмед по фильму «Нигер Калфа» однажды призналась, что еще долго не могла выйти из образа. В одном из своих интервью Мерем Узерли по фильму «Хюррем Султан» сказала о странностях, которые происходили и в то же время пугали ее во время съемок фильма. По словам актрисы, в ее номере, где она жила, каждую ночь в определенное время само включалось радио, из приемника лилась одна и та же мелодия. Актриса рассказала, что такие же мистические происшествия происходили и у ее коллеги по фильму, и соседки по номеру отеля Пелин Карахан по фильму «Мехримах Султан». Только у нее самостоятельно включался телевизор, а не радио, но от этого ситуация не была менее пугающей. Халид Иргенч, играющий главную роль султана Сулеймана, постоянно опаздывал на площадку до часа времени. И каждый раз в пути у актера происходили необъяснимые ситуации, прямо-таки мистического характера. Халид в шутку говорил, что у него появился в номере барабашка, который каким-то странным образом приносил ему, человеку не пьющему, каждое утро бутылку водки и оставлял под кроватью. И вот представьте себе, последствия после окончания съемок: у актера случился сердечный приступ, который привел его на больничную кровать, но, к счастью, ненадолго. А вот что поведал нам в интервью Акан Ялабык по фильму «Ибрагим Паша». В один погожий день ничего не предвещало беды, но у актера во время произношения монолога пропал голос. Медики поставили пугающий диагноз – кровоизлияние в голосовую связку. Они поддерживали мужчину уколами, а для того, чтобы он мог говорить, прямо в гортань заливали медицинские препараты. Селим Байрактар по фильму «Сюмбюль Ага» рассказывал своим коллегам, что однажды во время экскурсии по дворцу Топкапы он отстал от своей группы, долго любовался роскошным убранством покоев султана. Оставшись на какие-то минуты один, в этом святом месте он стал свидетелем неожиданного движения занавесок, ведь в этом помещении не было ни малейшего намека на сквозняк. Шторы стали двигаться сами по себе, будто их поправляли заботливой рукой, но никого в покоях не было. Актер долго находился под впечатлением увиденного собственными глазами. Он решил, что сам Сулейман давал возможность ощутить свое присутствие. Режиссер Ягмун Тайлан рассказывал журналистам, что на съемках фильма можно было найти хотя бы какое-то разумное объяснение всем мистическим событиям, которые происходили с участниками киногруппы. Но произошло не что иное, как исчезновение кольца. Да-да, ведь именно то кольцо в дар своей возлюбленной Хюррем преподнес султан Сулейман Великолепный в качестве талисмана. Хочу отметить, что в сериале использовались настоящие золотые изделия. Кольцо пропадало 2 раза. Представьте себе, что столько раз его приходилось заново восстанавливать. Но осталась загадкой, куда пропадали кольца. Пришлось обратиться за помощью в правоохранительные органы. И вы не поверите, что кольца нашли, но после окончания работы над сериалом. Их нашли служители дворца Топкапы в ящике стола самого султана. Но каким образом они туда попали, осталось неразгаданной загадкой. Любой из вас в порыве возмущения скажет, что в покоях правителя, как и во всем дворце, есть камеры наблюдения. Да, есть, но на тот момент камеры не работали. Причины отключения оборудования установить не смогли. Да, мистика во время съемок сериала была, но иной раз она работала во благо. Как ни странно, погода практически всегда соответствовала снимаемому сюжету. Тимур Савджи и Мирель Акай были уверены, что все эти необъяснимые ситуации – это нечисть, а она не что иное, как защита Османской империи от чужаков. Авторы сериала даже в мыслях не могли себе представить, что ленту, которую они предоставили на суд зрителям, накроет волна всемирного успеха.
Оглушительная популярность их работы стала для этой парочки полной неожиданностью. Зрители были очарованы великолепным веком, они заинтересовались историей Турции и очень полюбили все, что связано с Османской империей. Актеры этого сериала считают, что им удалось заинтересовать своих зрителей правлением и деятельностью самого султана Сулеймана Великолепного. И это самое лучшее, что могло произойти при выходе их детища на экраны.